Китайские автопроизводители массово уходят из России. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. За последние 2 года россиянам пришлось привыкнуть к китайским автомобилям. У китайцев качество заметно улучшилось, все передовые технологии присутствуют. Да и выбор других вариантов у автолюбителей ограничен. В результате количество машин из Китая растет стремительно, а некогда критически настроенные покупатели начинают смотреть в их сторону. При этом на рынке появляются не только новые модели, но и совсем новые бренды. Казалось бы, проблема дефицита автомобилей решена. Однако некоторые китайские автопроизводители начали сворачивать свою деятельность в России. Давайте разберемся, кто из них уже покинул рынок и кто готовится это сделать. К сожалению, это не слухи. Есть вероятность, что ряд китайских брендов вскоре исчезнет из России. Причины этого достаточно очевидны. Подумайте, какие марки из Китая вы знаете. Скорее всего, в голову придут Chery, Haveo, Geely, возможно еще пару крупных имен. Но такие названия, как Ливан или Кайи, мало кто вспомнит. Это объясняется тем, что на наш рынок пришло множество брендов, но далеко не всем удалось завоевать популярность. Успех марки зависит от множества факторов, от грамотной рекламной кампании до удачного модельного ряда и, самое главное, ценовой политики. Немаловажным остается и качество. Хотя китайские автомобили значительно улучшились, не все бренды предлагают надежную продукцию. В результате мелкие компании сталкиваются с жесткой конкуренцией и просто не выдерживают ее. Под угрозой официального ухода из России находятся около 10 брендов: Кайи, ВГВ, Фотон, Хайма, Skillwell, Ливан, SWM и другие. У ГАК дела также обстоят не лучшим образом, хотя компания пока не планирует уходить и надеется укрепить свои позиции. Некоторые из перечисленных брендов уже начали сокращать дилерские центры и перестали поставлять новые автомобили. Причина проста: их машины не пользуются спросом. У некоторых дилеров продажи составляют всего около 20 автомобилей в месяц. Это крайне низкий показатель, который вряд ли улучшится. Для большинства покупателей уход этих марок остается незаметным, так как они и раньше не пользовались популярностью. Однако владельцы таких авто могут столкнуться с проблемами. Неясно, кто будет обеспечивать сервис, гарантию и поставки запчастей. Возможно, ситуацию частично спасет совместимость деталей с более популярными моделями, но это далеко не всегда удобно. Таким образом, часть китайских брендов уходит из России из-за низких продаж. Пока речь идет о 10 марках, но их количество может увеличиться. Покупателям стоит быть осторожнее при выборе автомобиля и отдавать предпочтение проверенным брендам, даже если они стоят дороже. Не стоит поддаваться на большие скидки у малоизвестных производителей. Это может обернуться серьезными проблемами в будущем. А как вы считаете, это обычный процесс или время для возрождения своего производства? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка: прежде чем дать кому-то в долг, обними его. Возможно, ты видишь его в последний раз.